Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, а это обзор глобального обновления от 24 июля в нашей любимой скиллозависимой игре. Но самое главное обновление — это новый герой, поэтому давайте посмотрим сейчас, что здесь все-таки поменяли и тому подобное, и с вами немного поговорим об этом. Начну обзор с нового героя. Зовут его Темный Лорд, это Дарксир из Доты 2. Мне на самом деле очень нравится, как он внешне выглядит, и мне нравится очень сильно его способность. Теперь, какие у него синергии? Во-первых, раса древних и синергия чернокнижников. На самом деле это очень прикольно, то что он является чернокнижником, потому что он восстанавливает с первой секунды 40 маны себе. То есть докидываете, допустим, сразу ему какой-то кристалл маны плюс 50, и он сразу кастует свою способность. Ну и, соответственно, раса древних. Я на самом деле еще не смог использовать эту расу древних. Может быть, в этом патче у меня получится использовать эту расу древних. У него есть способность темный щит. У кого был вопрос, как и у меня, накладывается ли щит друг на друга, то нет. Он, допустим, накидал на всех своих фигур этот щит, и, соответственно, если фигур больше нет, то щит он больше не будет накидывать. На самом деле щит очень приятный. Наносит он, получается, 50, 75, 100 магического урона, длительность у него 10, 15, 20 секунд, и он уменьшает урон, получаемый под этим щитом, то есть на 10, 15 и 20%. Откат маленький. На самом деле мне очень нравится этот герой. За 2 монетки это, наверное, самый сильный герой. В этом обновлении вспомнили за такого героя, как Огр Маг. Его бафнули немного, ну и, соответственно, немного нерфанули. Но я все-таки считаю, что это баф и баланс одновременно. Смотрите, у него откат на первом уровне 20 секунд, на втором 20 секунд и на третьем 10 секунд. Что же ему поменяли? Теперь он будет накидывать на 2 фигуры свою способность. Это очень приятный такой баф, ну и в принципе больше ему ничего и не меняли, но баф очень приятный. Кстати, вот это у него пузо огромное, вы посмотрите на выражение его лица-то, у него 2 лица. Ладно, поехали дальше. Изменили способность снайперу. Теперь у этого снайпера не магический урон со способности, а физический. Ну и в принципе это все, что ему поменяли. Изменили синергию морских. Теперь морские поглощают урон от способности только такого типа урона. Это магический и физический. Чистый урон никак не поглощается. Я считаю, это правильный баланс, потому что раньше, когда ты играл через чистый урон, то ты ставишь морских, и урон от способности на 60% режется. Это было, ну, слишком жестко. Ты наносишь 1000 урона чистого, а тебя просто 60% вот так вот режет, и ты наносишь 400 урона. Я считаю, это правильный такой баланс морских. Изменили 2 синергии. Это синергию дворфов и охотников. У дворфов теперь за каждые 100 ярдов расстояния ты получаешь плюс 15% бонус к урону. Раньше у тебя был плюс 10% бонус к урону. И изменили синергию 9 охотников. Теперь там не 50 магического урона, а 50 физического урона. И я считаю, что это намного логичнее, чем было раньше. Ну и считаю, все-таки это баланс. Это не нерв, это не баф, а просто баланс. Так логичнее выглядит. Ну, что думаете вы, напишите, соответственно, в комментарии. В этом изменении разработчики порадовали нас 4 новыми предметами. Это шляпа безмятежности, стальной щит, очищающая сфера и наследие духа огня. Поэтому давайте по порядочку сейчас пройдемся. Также старые предметы тоже подверглись некоторым изменениям. Поговорим сначала о шляпе безмятежности. Уникальный пассивный эффект. В начале боя ценность носителя плюс 1. Максимальный бонус к ценности плюс 2. То есть этот предмет хорошо смотрится, скорее всего, с шаманами, либо же со жрецами. Потому что жрецы берут под контроль только ту фигуру, которая не дороже цены продажи, соответственно, самого жреца. И эта шляпа добавляет к цене продажи. То есть, в принципе, неплохо смотрится этот предмет под шаманов, под жрецов. Ну и, соответственно, можно так и защищаться от жрецов. То есть, добавил себе ценность и, соответственно, защитился от жрецов. В принципе, стоит ли этот предмет 2-го тира? Надо это все проверять и смотреть, потому что я еще не смог проверить, но я думаю, это неплохо. Можно, скажем так, немного подсейвить себя, если ты медальон 1-го тира, допустим, рольнул. В принципе, неплохо. Стальной щит. Броня плюс 5, и у него есть такой вот уникальный пассивный эффект при смерти. Уникальный пассивный эффект. Когда во время боя на своей территории здоровье носителя падает ниже 50%, есть шанс навсегда получить плюс 1 броню. Постоянно полученная броня действует только при ношении этого предмета. В принципе, предмет 50 на 50. Почему? Потому что, во-первых, много условий нужно соблюдать. А во-вторых,
есть некий шанс, что ты получишь эту броню. Думаю, условно на каких-то воинах предмет неплохой, плюс 5 брони дает. Я думаю, его только делали, в принципе, под воинов. Очень приятный предмет, который меня порадовал, это очищающая сфера. Плюс скорость атаки 30% и контрмера. Она отключает расовые и классовые усиления. То есть ты выключаешь в фигуре на 5 секунд синергию. Сколько она действует, непонятно, но я думаю, тоже 5 секунд, в принципе. Хотя, ну, блин, вообще странно, что они не написали, сколько она действует, но я думаю, 5 секунд и перезарядка 5 секунд. На самом деле, хороший очень предмет. Если, допустим, против тебя какой-то там сильный воин, либо гритер. Вот, кстати, интересно, если на гритеров это работает, это будет очень сильно, но пока что непонятно. Но на самом деле, предмет мне нравится. Можно будет его использовать в некоторых условиях, и этот предмет может прям кардинально все поменять. Четвертый новый предмет — это наследие духа огня. Плюс 900 здоровья, что неплохо. И у него есть пассивка такая. Перерождение. Воскрешает на месте один раз, действует один раз за раунд. Воскресшие фигуры теряют бонус расы и класса. То есть у тебя условно есть антимаг 3 звезд, ты закинул это наследие духа огня, и он умер. Он снова переродился со всеми же предметами как есть, но без эффектов синергии либо класса. На самом деле очень такой интересный предмет, я думаю, что тоже может зарешать. Ну, насколько сильно будет он решать, это мы посмотрим. Изменили также старые предметы. Вот, допустим, щит хранителя. Теперь это уникальная активная способность, срабатывает при получении урона. Это связано с тем, что появилась новая механика боевой клич. Но об этом мы поговорим чуть позже. Я вам расскажу, как она работает. Вот, теперь, когда по вам нанесется урон, соответственно, активируется предмет. Но, и как я правильно понял, уникальная, активная, подчеркиваю, способность. То есть, если вам накинули какой-то сайленс, то этот предмет еще раз не активируется. Так же само поменяли условия в предмете вечность, это же БКБ, теперь это тоже уникальный, эффективный эффект, срабатывает при получении урона. Важно. То есть, я думаю, что если какой-то сайленс на вас накинется, второй раз он не используется. Если вы будете под сайленсом, ну, надо еще посмотреть, как оно в действительности будет работать. Вот. Из 4 тира в 5 тир перенесли предмет отпечаток Киры. Добавили ему в этот предмет ценность носителя плюс 2. И, соответственно, максимальный бонус к ценности в общем плюс 2. Насколько оправданно его закинули в 5 тир, на самом деле не знаю. Как по мне, этот предмет до сих пор 4 тира. Явно не 5. Этот предмет и так можно только узконаправленно использовать. Зачем его закинули в 5 тир? Скорее всего, добавили так, чтобы было больше бесполезных предметов в 5 тире. Наверное, из-за этого. Но ценность носителя плюс 2 это приятно. Но не в 5 тир. Ребята, не в 5 тир. Он 4 тира этот предмет. Ну, на самом деле, надо будет потестировать, попробовать. Может, я погорячился сейчас, и все-таки он должен быть 5 тира. Ну, посмотрим. Изменили кровавый череп. Теперь у него также уникальный активный эффект. То есть, это активная способность. Если это в действительности так, как я думаю, то, соответственно, какой-то silence сверху не даст использовать этот предмет. И это, на самом деле, сильные изменения, которые поменяют игру. Даже перевернут с ног на голову. Я не говорю сейчас про условный Doom, который и так не позволял черепу ничего делать, да. Я говорю про сайленсы в целом. То есть какой-то шаман лавы накинет сайленс, этот предмет не активируется, это может в моменте зарешать. Либо же, допустим, какой-то багровый клинок накинется, да, вот, ну, багровый потрошитель, ладно, накинется. На 6 секунд предмет не активируется. Если я, конечно, правильно понимаю. Это сильное такое изменение. Поговорим теперь по поводу вот этой вот новой механики боевой клич. Теперь перед формальной частью боя есть некоторая задержка. По-моему, 1 секунда, либо 2 секунды. И я считаю, это нормально сделали, потому что раньше, когда такие способности, как Грим Тача, Эльфа Гвоздики, Рики, они пускались в молоко, по сути, потому что есть некоторые фигуры, которые перепрыгивают, некоторые навыки, которые намного раньше используются. В общем, я считаю, это правильно сделали именно, что добавили вот такую вот механику боевого клича. Вот 2 секунды там задержка, соответственно, они закатили свои способности, и какая-то условно Лина сразу может закинуть способность Гримтача. И, соответственно, Рики так же само может накинуть свою тучку заранее, и, соответственно, в это время никто не сможет закатить свою способность, пока вот этот идет фаза боевого клича. Вот. Еще такой важный момент. Чистый урон от базовых атак и умений больше не может давать кражу жизни.
Касается это абсолютно всего. Что вы поставите синергию чернокнижников, что закинете предметы. И на самом деле это хороший такой баланс. Я считаю, оправданный баланс. Также добавили немного лучше визуал игры. Что конкретно поменяли? На самом деле, в целом вся игра стала немного лучше выглядеть. Но и теперь, когда вы создаете свою игру, давайте вот я вам покажу, да. Вот такая вот тема происходит. Здесь будут появляться некоторые игроки, да, там 8 человек. Вот здесь вы открываете, здесь вы там добавляете ботов, что хотите. Тут же вы можете поменять шахматную доску, образ шахматиста, образ фигур. В общем, прикольно сделали. Мне нравится. Вот именно этот момент мне нравится. В общем, давайте подведем итог. В целом, мне патч нравится, потому что это что-то новенькое, это что-то необычное. Теперь они больше сделали зависимость от синергии. Очень мне нравится новый герой, он ультра сильный, но и самое главное то, что не накладывается щит друг на друга, потому что если бы щит накладывался друг на друга, это было бы слишком жестко. К сожалению, в этом патче не понерфили антимага, он напрашивается, уже больше года напрашивается на нерв, но разработчикам как-то плевать, они сквозь пальцы смотрят, ну... Это разработчики. Они мало занимаются своей игрой, но приятно иногда удивляют вот такими вот патчами. Но, наверное, это меня больше удивляет из-за того, что это просто что-то новенькое выпустили, и я такой «Ура!» Скорее всего, из-за этого. В целом, патч мне нравится. Чистый урон забалансили, морских забалансили. В общем, просто приятный патч. Надеюсь, этот обзор был вам полезен, поэтому что вы думаете об этом патче, напишите в комментариях. Если ты на меня еще не подписан, обязательно подпишись, поставь свой лайк под этим роликом, чтобы он продвинулся в тренды рекомендаций. И если ты не подписан на мой телеграм-канал, то обязательно подпишись и на него тоже. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!